Привет! Меня зовут Светлана. И вы на моем канале, видео на котором посвящены моему любимому хобби – вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, путем подачи информации, которую я считаю интересной. Итак, на календаре 26 августа 2022 года. Сегодня в программе. Согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке, итогам за прошедший период с 14 августа по 26. А во второй части видео далекое прошлое вновь распахнет свои двери нашему светскому клубу. Сегодня, друзья, в компании короля Градлона мы окажемся во Франции на побережье Британии, где популярны легенды о городе Кер-Ис, в настоящее время покоящемся, предположительно, на дне залива Дуарнене. Со времен исчезнувшей Атлантиды человечество любит легенды о таинственных городах и землях, исчезнувших с лица земли, при странных обстоятельствах. Легендарный тибетский город Асгард, в темные времена ушедший под землю, французский Кер-Ис, британский Авалон и другие. Может ли распространенность подобных легенд и их несомненная схожесть быть доказательством достоверности историй о зачарованных городах? Что таит в себе образ города, исчезнувшего с глаз людских? Ну а пока давайте вернемся к первому пункту нашей программы, к вышивке. Напомню, я вышиваю картину великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Зампиги. Перед вами маленькая копия картины. Вот так должна будет выглядеть моя работа в итоге. Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик». Это многоцветная вышивка. Размер схемы 576 на 420 стежков. 200 цветов использовано в работе, 102 из них бленды. Я вышиваю крестиком 2 сложения нити на аиде 18 каунта. Ну что, друзья, предлагаю непосредственно перейти к вышивке, да, но вначале, как обычно, я выведу на экран фото с результатом работы на начало нынешнего отчета. Вот так выглядела картина на 14 августа. А вот так, друзья, моя картина выглядит сейчас, на 26 августа. Для любителей математики озвучу: мною вышито 66% работы. В крестиках это составляет 159 832 крестика. Одним словом, за прошедший период мне удалось вышить 11 497 крестиков. И осталось всего 82 088. И работа финиширует. Итак, друзья, перед нами розочка, как мы можем видеть, и некая часть Анны. Джузеппе, как мы уже знаем, благополучно смотался в левую часть, но недалеко, как вы понимаете, он находится постоянно у меня под рукой и под неусыпным вниманием розочки. Ее взгляд постоянно устремлен на нашего любимчика, дарящего прекрасные чарующие звуки любимой мелодии, исходящие не столько от инструмента, сколько от его доброго и любящего сердца. Вот так, друзья. Кто скучает по Джузеппе,
я всегда подношу карточку. Пока только так мы можем его видеть. Итак, как вы видите, друзья, меня просто одолели наши дамы своими юбками. Не успела я облачить розочку. Вот она. Как тут уже и Анна ненавязчиво на горизонте в ближайшей перспективе стала вырисовываться. Сейчас я немного, чтобы ее было хорошо видно. У нее юбочка значительно удлинилась у Анны. Да, благо, что она персонаж крайне тихий и скромный, так сказать, не высовывается. Ее убранство – это, друзья, просто праздник какой-то для вышивальщицы многоцветки. Ее коричнево-зеленая цвета непролазных болот юбка. Сейчас картинку даже поднесу. Вот. Как и феерично синяя юбка розочки состоит из разнообразных блендов коричневых оттенков. Правда, если у розочки главенствующую роль играл мрачный, серьезный коричневый цвет Молине 3371, то у Анны в лидеры вышел более дружелюбный и теплый 898. Он участвует в больших областях, вышиваемых одним символом, как консолидируясь в бленды, так и действуя самостоятельно. Одним словом, юбка Анны вышивалась скоро и непринужденно, в отличие, конечно, я повторюсь, от головокружительного многообразия цветов, используемых при вышивке розочкиного убранства. Да, вы помните, корсаж, корпетто, корсетто, фартушек, юбка – это что-то. Ну, как мы видим, я вышивала снова теневую часть убранства Анны, поэтому такое идет описание цветов и использованных нитей, оттенков. Ну и, как вы понимаете, теневая часть 3371 коричневый цвет тоже присутствовал на юбочке у розы. Вот так, друзья. Так что только я с вами проговорила о павлине. Мне очень хочется иметь такой хвост, как у него, в виде картины, да. Как розочка воспрепятствовала, закапризничала, сказала: нет, я долго ждала, терпела, мне пора, я хочу, вся в порыве. Одним словом, вышей мне ноги, и затем уже можешь браться за павлина и прочее. Ну что ж, пойду навстречу розочке и буду двигаться, как вы понимаете, влево. Здесь уже пойдет одна свисающая вот ножка, колено идет. Вот. И вторая в белом чулочке. Покажу вам сейчас снова. Да. Вот так. Что меня ждет интересного в ближайшее будущее, это ножки нашей розочки. И все. И пойдет пол. Все, мы будем в самом низу. Нас будет ждать перемотка. Розочка отправится к Джузеппе. И все, пол. И вот когда уже наступит это время каменных, серых, далекого прошлого плит, пожалуй, что я возьмусь за хвост, за павлина. Да, ну, так мне бы хотелось. Ну, а там, конечно, как получится, да. Так что вышивальный период можно назвать
прошел под знаком юбки, можно так выразиться. Так что во второй части картины, как вы помните, картину я разбила на 3 части по вертикали. Первая часть Джузеппе, вторая часть Розочка и третья часть Анна. Так вот, во второй части картины, как я уже сказала вам, осталось вышить пол и обувь нашей девочки. Но это все будут дела будущего. А сейчас, друзья, нас уже с нетерпением ждет прошлое. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие. Зачарованные города. Со времен исчезнувшей Атлантиды человечество любит легенды о таинственных городах и землях, исчезнувших с лица земли при странных обстоятельствах. Легендарный тибетский город Асгард, в темные времена ушедший под землю, французский Кир-Ис, британский Авалон и другие. Может ли распространенность подобных легенд и их несомненная схожесть быть доказательством достоверности историй о зачарованных городах? Что таит в себе образ города, исчезнувшего с глаз людских? С XII века во Франции на побережье Британии популярны легенды о городе Кир-Ис, то есть город Ис, в настоящее время покоящимся, предположительно, на дне залива Дуарнене. Легенда о Кир-Ис говорит, что в давние времена жил в Корнуолле король Градлон. У него был великий флот, который противостоял многим врагам, в том числе и в северных землях. Король был знаменитым мореплавателем и полководцем. Но вот однажды его моряки, уставшие от битв в холодных странах, восстали и отказались штурмовать замок, что был им обещан. Многие из них умерли в ту зиму. Моряки вернулись на свои ладьи и отправились в Британию искать жен, заводить детей и жить в мире. Король Градлон был брошен своими людьми и после многих побед и удач впервые впал в глубочайшую печаль. Внезапно он почувствовал рядом чье-то присутствие. Он поднял голову и увидел в лунном свете женщину с длинными рыжими волосами, одетую в кирасу, блестящую в свете звезд. Это была Малгвен, королева Севера, правившая в холодных краях. Она сказала королю Градлону: «Я знаю тебя, ты смел и отважен в бою. Мой муж старый, и его меч затуплен. Ты и я пойдем и убьем его. Затем ты заберешь меня к себе в Корнуолл». Они убили старого северного короля, наполнили сундуки золотом, и так как лодки не было, оседлали Марварха, магического коня. Марварх значит морской конь. Он был черен, как ночь, и выдыхал огонь из ноздрей. Они пронеслись по гребням волн и нагнали флот короля, двигавшийся к Корнуоллу. Вскоре за этим начался свирепый ураган, раскидавший лодки по морю. Градлон и Малгвен остались на море в одиночестве на целый год. Тут в ладье Малгвен родила дитя, девочку. Назвали ее Дагут. К несчастью, после родов королева ослабела и умерла. Король Градлон и Дагю вернулись в Корнуолл. Но король был так печален, что не выходил из своего замка. Дагю росла и стала такой же прекрасной, как ее мать. Она
очень любила море. В один из дней Дагю попросила отца построить город близ моря. Градлон обожал свою дочь, поэтому согласился. И вскоре город поднялся на берегу моря, у самой воды. От больших волн и штормов он был обнесен очень высоким валом. Порт закрывали дамба и шлюз с замечательными бронзовыми вратами. Ключ был только у короля Градлона. И был назван этот город Исом. Не было нигде в мире равного ему по красоте. Много было в городе красивых зданий, которые удивляли путешественников, но больше всего поражали их огромные шлюзы, которые охраняли город от приливов. Рыбаки каждый вечер видели на пляже громко поющую девушку с развивающимися золотыми волосами. Это была принцесса Дагю. Так бы и стоял город до сих пор и удивлял нас своим великолепием. Но загордились его жители. Перестали они думать о Боге и предались всевозможным развлечениям, думая только о сегодняшнем дне. Город Ис стал местом, где люди все время пировали. Он был полон лихих моряков и пиратов. Каждый день видел новые пиры, игры и пляски. Напрасно предупреждал их святой Гвеноле, что прогневается Бог и разрушит город, как разрушил он когда-то Содом и Гоморру. Не слушались его горожане, только смеялись, и ничего не могли поделать ни святой Гвеноле, ни добрый король Градлон, который правил городом. Дагю подарила каждому жителю города по ужасному дракону, обученному бросаться в море и захватывать торговые корабли. Вскоре город Ис стал самым богатым городом Британии, а Дагю была в нем полной хозяйкой. Старый король баловал дочь сверх всякой меры. Неудивительно, что, став взрослой, неуемная принцесса впала в распутство и разгул. И ее примеру следовали все жители города. Каждый день принцесса Дагю совершала новую помолвку. По ее велению приводили каждый вечер во дворец нового любовника, который был обязан надеть заколдованную шелковую маску, на рассвете превращавшуюся в железные когти и убивавшую несчастного. Тела любовников принцессы Дагю сбрасывали со скалы. Все те, кто был помолвлен с Дагю, умирали к утру, и их принимало море. Однажды весной неизвестный странный и прекрасный всадник прибыл в город Ис. Это был сам дьявол, которого Бог послал наказать город грешников. Дагю улыбнулась ему, но рыцарь не взглянул на нее. Вечером же он подошел к ней и назвал по имени. Внезапно великий шум пришел с моря, и ужасный ветер потряс стены города Ис. Буря может реветь, но врата города сильны, и король Градлон, мой отец, хранит свой чудесный ключ, висящий на его шее, сказала девушка. Твой отец спит. Ты можешь сейчас запросто взять ключ. Тогда я возьму тебя в жены, ответил рыцарь. Принцесса вошла в спальню отца, тихо подошла к нему и взяла ключ. Влюбленная Дагю отдала сатане ключи от городских ворот. И вот ночью открылись шлюзы,
и хлынули в город потоки морской воды. Жители в панике пытались спастись, но все погибли в волнах. Так не стало города Ис. Только король Градлун смог избежать смерти. Как только стало море наступать на город, король успел сесть на самого лучшего коня и посадить позади себя свою дочь, о коварстве которой он не догадывался. Конь мчался по бурлящей воде. Принцесса плакала: «Спаси меня, отец мой!» Поскакали они прочь от погибающего города. Но волны стали настигать их. Вдруг великая молния грянула в буре, и прогремел голос. Это был святой Гвеноле, посланник Божий. «Градлон, брось принцессу, не спасешься ты, пока не погибнет в пучине дьявол», — сказал королю святой Гвеноле. «О каком дьяволе ты говоришь?» — изумился Градлон. «Ведь здесь только ты, я и моя дочь. Дьявол сидит на твоем коне позади тебя. Пока не погибнет твоя дочь, не остановится море». И Гвеноле сказал принцессе: «Позор и горе тебе! Ты украла ключ от города Ис. Ты погибнешь в пучине». Дагю умоляла: «Спаси меня, унеси меня на другой конец мира». Но конь не двигался более, и яростные волны бушевали вокруг него. Король бросил предательницу в море, и волны поглотили принцессу. Пока не исчезла она в морской пучине, море не переставало бушевать. Конь вынес короля на побережье. Градлон основал новый город, где две реки меж 7 холмов сливаются вместе, и назвал его Кемпер. Он сделал его своей столицей и провел там остаток дней. После смерти короля горожане вырубили из гранита его статую, которая находилась между 2 башен собора святого Квентина. Она представляла собой короля Градлона верхом на коне, смотрящего в направлении исчезнувшего города Ис. Люди говорили, что после смерти Дагю стала русалкой. Ее видят рыбаки лунными ночами. Она расчесывает свои золотые волосы и манит моряков своей красотой. Да только добра от нее нельзя ждать. Многих, говорят, она сгубила. А еще говорят, что в ясный день, когда море тихое, можно увидеть под водой на том месте, где когда-то стоял город, острые башенки соборов и крыши домов, услышать звон колоколов, плывущий над водой. Ведь город Ис лишь затоплен водой, но не разрушен. Бретонцы верят, что однажды Ис возродится еще более прекрасным, чем прежде. Говорят, что Ис был прекраснейшей столицей мира, и Лютеция была названа Парижем, потому что Пар-Ис по-бретонски звучит подобный Ису. Популярная поговорка гласит: «С тех пор, как затонул Изград, ничто не сравнится с Парижем». Легенда гласит, что Ис находился, как уже было сказано выше, в заливе Дуаранене, в нескольких километрах от местечка бездны Дахут. Бретонцы твердо убеждены в правдивости подобных историй. Например, вплоть до 1792 года в церкви Нотр-Дам в Кемпере, который, по легенде, был построен королем Градлоном после затопления Кирыс,
неугасимо горела свеча, чтобы расположенный поблизости колодец не переполнился водой и не затопил город. Для широкой общественности Кер-Из был открыт виконтом Эльсаром де ла Вильмарке, который в середине XIX века опубликовал балладу «Затонувший город Из» в своем сборнике бретонских народных песен. Легенда о короле Градлоне вдохновила Александра Блока, который использовал ее в своей поздней лирической драме «Роза и крест». «Не спи, король, не спи, Градлон, твой город в воду погружен. Кер-Из лежит на дне морей, проклятье дочери твоей». Но еще в 15 столетии Уильям Вустер впервые упомянул об исчезнувшей земле в Корнуолле. Он говорил о лесах и лугах и о 140 церквях, погрузившихся в морскую пучину между горой Святого Михаила в Корнуолле и островами Сили. Через 100 лет известный антиквар Ричард Кару пришел к выводу, что это была легендарная земля, затопленная морем, из всех жителей которой уцелел лишь один человек. Живучесть истории о затопленной вблизи Корнуолла земле объясняется находками различных предметов в море у скалистых 7 камней. Здешние рыбаки говорят, что поднимали на поверхность даже части дверей и окон. Несмотря на обилие легенд, представляется невероятным, что сильнейшее наводнение могло когда-то затронуть весь кельтский мир. И хотя вплоть до IV века в письменных источниках острова Сили рассматривались как один остров, и археологические находки свидетельствуют о том, что море затопило их в период римского владычества, океанографы настаивают на длительном процессе оседания грунта вокруг Англии в начале Железного века. Такое объяснение кажется наиболее приемлемым. Истории об ушедших под воду землях возникали частично на основе реальных случаев затопления построек и лесов, а частично являются вариациями легенды об Атлантиде. Есть разные версии того, куда уходят такие города. Обычно они сводятся к 2 – небеса и море. А иногда граница между этими вариантами становится весьма размытой. Так, около 1212 года английский летописец Гервазий Тилберийский написал сборник «Досуг императора» для развлечения императора Священной Римской империи. Книга рассказов о подлинных и удивительных историях. Гервазий пишет о море, которое находится на небесах. В одном из рассказов повествуется о нескольких деревенских жителях, которые, возвращаясь из церкви холодным ветреным днем, заметили на одном из надгробных камней якорь. Канат от якоря тянулся вверх и исчезал в облаках. Селяне увидели, как канат натянулся, будто кто-то на нем повис, и услышали невнятный шум голосов сверху. Вскоре, к их изумлению, они увидели спускавшегося по канату матроса. Однако, когда его нога коснулась земли, несчастный задохнулся и умер, как будто утонул. Другая история из книги Гервазия о моряке из Бристоля, чей корабль по пути в Ирландию сбился с курса. Однажды, когда моряк мыл свой нож, тот вдруг выпал у него из рук и исчез в пучине.
Однако моряку было суждено вскоре снова увидеть свой нож. Когда моряк вернулся домой, жена показала ему этот нож. Оказалось, он неожиданно появился в доме моряка в Бристоле, упав из открытого окна прямо на стол. Припомнив день и час его пропажи и чудесного появления, они установили, что эти два события произошли одновременно. Гервазий полагает, что всякий, услышав этот рассказ, не сможет усомниться в существовании моря на небесах. В средние века в это верили и арабы. Согласно арабским преданиям, Аллах при сотворении мира создал несколько небес и в каждое поместил по морю. Вот такая, друзья, легенда. Ну, а наше с вами путешествие подошло к концу. Пишите комментарии, делитесь впечатлениями, ставьте лайки, кому понравилась легенда. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Думала, показалось. А на сегодня все, друзья. Пока-пока.